Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Скоро закончится лето и наступит 1 сентября. А это значит, что в России будет День знаний. День знаний — это праздник, который одновременно грустный и веселый. Потому что в этот день все школьники начинают учебный год, идут в школу, возвращаются к учебе, и далеко не все ученики этому рады. Но что делать? Конечно, детям больше нравится отдыхать, но сентябрь и 1 сентября — это именно то время, когда нужно возвращаться к учебе. Поэтому в этом выпуске мы решили рассказать вам о школе в России, о том, что может быть необычного в российской школе, и поделимся нашим опытом тоже. И давай сначала поделимся общей информацией о структуре образования в России. Школа длится 11 лет. Первые 4 класса — это начальная школа, где у детей обычно один класс, одна аудитория, где они сидят, и один учитель. И потом начинается средняя школа. Это 5-9 классы. Там они уже начинают ходить по разным классам, по аудиториям, и у них разные учителя для разных предметов. И после 9 класса у детей есть возможность выбрать, что они хотят делать дальше. Они могут закончить школу и ничего не делать, или могут просто могут пойти учиться на какую-то техническую специальность, обычно в колледже или в техникуме. Мгм. Ну, не только техническая специальность. Например, они могут пойти учиться на парикмахера или на повара, да, то есть что-то, что не требует высшего образования, но все равно требует какого-то обучения и подготовки. Да, и после средней школы у нас начинается старшая школа, это 2 года, 10 и 11 класс. И там уже школьники готовятся к финальным экзаменам и к поступлению в университет. Ну, а кто-то решает после школы пойти в армию. Конечно, это в России актуально только для мальчиков сегодня. И что часто удивляет иностранцев, это то, что все 3 школы, начальная, средняя и старшая, находятся в одном здании. То есть ученики не идут в другую школу, когда начинается как бы новый этап их жизни. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, хорошо провести время, практиковать ваш русский регулярно и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Еще интересно, что в России абсолютное большинство школ — это государственные школы. Есть только небольшое количество частных школ, и они обычно дорогие, в них нужно платить. И считается, что часто они как для элиты, ну, потому что далеко не все могут себе позволить платить за частную школу. Государственные школы тоже бывают разные. По рейтингу, можно сказать, есть средние образовательные школы, есть гимназии, есть лицеи. Но структура у них примерно одинаковая. Вот в какую школу ты ходила? Мгм. Я ходила в обычную среднеобразовательную или общеобразовательную школу, и я ходила в школу, где работала моя мама. Это было очень неудобно для меня, потому что школа находилась далеко от моего дома, но это было удобно для мамы, потому что утром она просто брала меня, и мы шли
вместе в одну школу, она работать, я учиться. И в старших классах у нас был как профиль, какой-то Мгм. уклон, Мгм. то есть предмет, который мы будем изучать больше, чем все остальные предметы. И в моем классе это была информатика, О, информационные технологии. Да, у нас просто каждый день была информатика, потому что класс был с уклоном на информатику. вау, ты немножко программист? Я Ну, я была хороша в этом, Вау. но в школьной программе, я имею в виду. И я не осознавала этого, пока я не пришла в университет на инфак. И на первом курсе у нас были разные предметы, и тоже была информатика. И тогда я поняла, что вау, мои знания в информатике, они выше среднего, потому что, конечно, мои одногруппники, они пришли из гуманитарных классов, и для них все, что мы делали на уроке, было что-то вообще совершенно непонятное. Да, зачем мне это было нужно, непонятно, но школа не давала выбора. О, То есть выбор был или класс с изучением информатики, или обычный класс. о, И вау, все. Да. интересно. Школу я не выбирала, профиль я не выбирала. Далеко не у всех есть выбор, когда мы М, подростки. да, зато сейчас я выбрала свою профессию, я выбрала свою работу, поэтому Мгм. Да, все не так плохо. Так, отлично. что насчет тебя? В какую школу ты ходила? Я тоже 9 лет, то есть до 10 класса ходила в общеобразовательную школу. И, кстати, в эту же школу ходил мой папа и моя сестра, и даже муж моей сестры. Ого, ага. Да, целая династия. Да, но после 9 класса в 10 класс я пошла в лицей, и там тоже были вот эти профили, о которых ты говорила, то есть классы с уклоном, со специализацией на какой-то предмет, и я была в классе иностранных языков, все понятно. Мы Мгм. усиленно изучали английский и немецкий. Теперь давай поговорим о таком важном элементе любой школы, как учителя. К сожалению, есть такой грустный стереотип у многих людей в России, что школьные учителя плохие, злые, непонимающие, слишком строгие. Особенно это говорят про учителей старшего поколения, такой советской школы. Например, если студент приходит на урок без учебника или без ручки и говорит: «Извините, я ручку дома забыл», то учитель мог сказать: «А голову ты дома не забыл?» Такая немножко Классика. токсичная фраза, да. Ну или, конечно, когда учитель объясняет какую-то тему, и тут кто-то говорит из учеников, учитель мог сказать, тоже типичная фраза: «Ну, если ты там разговариваешь, иди тогда к доске и сам рассказывай тему». Упс. Да, и нужно сказать, что стереотип о строгости учителей, он пришел не от каких-то безобидных фраз, а действительно от буллинга, которым занимались и занимаются многие учителя. На своем опыте я тоже могу сказать, что не все учителя ангелы, и посмотрев на некоторых учителей, в том числе своей школы, я начала задумываться, почему эти люди выбрали работу с детьми? Как такое произошло? Они же ненавидят детей. Почему они работают с детьми? Да, но иногда, ну не иногда, но часто учителя действительно это милые, приятные люди, которые находятся на своем месте, которые любят работу с детьми, и которые наслаждаются этой работой, которая совсем непростая. Мгм. Конечно, да. Наверное, можно точно сказать, что есть и хорошие, и плохие учителя, но как-то, наверное, плохое запоминается лучше, поэтому Да. в том же интернете можно прочитать много историй с негативным
с негативными воспоминаниями о школе, и поэтому есть такой стереотип. Ну и, конечно, стоит сказать, что поведение учеников это тоже далеко не идеальное поведение. Оно точно оставляет желать лучшего, особенно если ты учишься в обычной общеобразовательной школе. К слову о рейтинге, да, о каком-то, как бы это сказать, статусе или репутации школы. Мгм. Например, я, когда училась в школе, в общеобразовательной, наши мальчики из класса могли драться, могли кричать, использовать мат, конечно, курить. Их было очень сложно остановить. И один раз, я помню случай, это была зима, и учительница вышла из класса на 5 минут, и в это время мальчики начали беситься, то есть что-то кричать, бегать по классу и даже выбрасывать рюкзаки в окно. И в этот момент заходит учительница, и один мальчик выпрыгивает из окна на улицу, а это был второй этаж. Конечно, он знал, что внизу много снега, да, так как это зима, но тем не менее, да, представляете реакцию учительницы, когда она видит это на своем уроке? Вот это сумасшедшая история. У тебя есть что-то такое? Но ничего нового я тебе не расскажу. Это классика, когда что-то выбрасывают из окна. Да, у нас тоже это было. Раз в неделю мальчики били стекла. О. В школе обычно большие-большие окна, чтобы было много света, то есть много стекла. И, конечно, в это стекло постоянно прилетали, не знаю, рюкзаки, чьи-то головы, обувь, что угодно. У нас периодически ломали руки, ноги, разбивали головы тоже, ломали зубы тоже. Э, Но хочу сказать, что обычно все это делают мальчики. Да. Именно мальчики занимаются этим. Я не скажу, что девочки, конечно, просто сидят вот так вот и ждут урока, но девочки обычно, не знаю, разговаривают, обсуждают что-то, не знаю, списывают домашнее задание в конце концов, пытаются запомнить параграф. Но да, мальчики занимаются именно этим, и бедные учителя. Я не знаю, что испытал Окей. тот учитель, который увидел, как ученик выпрыгнул из окна, но Ага. после такого нужен отпуск, я Да. думаю. Это точно. Поэтому я очень поддерживаю, что учителя, педагоги получают 2 месяца отпуска вместо одного. Заслужили. Да, еще бы материальная поддержка О да, была больше, было бы да. отлично. Ну, это вечная тема, да. Мгм. Хорошо, теперь давай поговорим про особенности именно российских школ. Не знаю, насколько это удивительно, но в России в школе всегда и зимой, и весной, и осенью нужно носить с собой сменную обувь. Сменная обувь — это обувь, туфли, которые ты надеваешь в школе. Да. На улице Мгм. ты в одной обуви, в школе в другой. И то есть всегда можно видеть, как дети раньше и сейчас шли и ходят в школу с большим пакетом, в котором они хранят свою обувь, и ты приходишь в школу и переобуваешься. Мгм. Да, и понятно, например, осенью, зимой, весной, ну, поздней осенью и Мгм. ранней весной, М. когда на улице очень холодно, и ты носишь теплые ботинки, сапоги, и ты не можешь сидеть в школе, где достаточно тепло, в такой теплой обуви. И тоже понятно, что на улице часто очень грязно, особенно когда идут дожди, снег или когда дождь, снег и солнце в один день. И тоже, если все будут ходить в первой обуви, то есть не переобуваться, будет слишком-слишком грязно. Но, например, поздней весной или ранней осенью, когда на улице сухо, можно было бы не приносить вторую обувь, но все равно такое правило существует. Во многих школах ты даже не можешь зайти в школу, Мгм. если ты не покажешь, что у тебя есть Да. сменная обувь или, как ее называют, сменка. Мгм. Да, очень строгое правило. У вас тоже была бабушка, которая проверяла и не пускала, если ее Да, нет? конечно.
Или иногда даже стоял завуч. А, да, было Мгм. было такое, да. Мгм. Ах, ну да, что делать? Хорошо. Следующая особенность, следующая вещь, которая может показаться интересной иностранцам, ну, по крайней мере, из некоторых стран, это школьная столовая. И я говорю, что это может быть необычно, потому что, например, в школах в Албании нет столовой. Я Как? да, я даже не думала, что это возможно. Сейчас они начинают их тоже вводить, но это еще только в Мгм. процессе. В России в любой школе, конечно, есть столовая, где ученик может купить булочку, чай или горячий обед тоже, конечно, может. И для некоторых детей, обычно из особых социальных категорий, да, например, если у семьи мало денег, они получали бесплатные обеды. Мгм, мгм. Да, и полный обед включает в себя первое, то есть это суп, второе — это что-то мясное с гарниром и салатом, это какой-то напиток и булочка. И, конечно, в школьной столовой еда диетическая, то есть Да. там мало соли, мало сахара, это что-то не жареное. Поэтому детям обычно такая еда не очень нравится, и дети обычно предпочитают выпечку Мгм. из школьной столовой, например, пиццу. Но нужно понимать, что эта пицца не как Доминос или что-то другое. Да. Если вы смотрите на Ютубе, я думаю, Катя, ты разместишь школьную пиццу. Выглядит не аппетитно, но поверьте, это лучшее, что можно Мгм. найти в школьной столовой. Да. Так, я еще помню, что каждый класс должен был периодически помогать в школьной М. столовой. У нас это называлось дежурство, то есть мы дежурили в столовой, и мы должны были перед большой переменой, когда все приходят в столовую обедать, мы должны были ставить еду на стол. То есть мы знали, сколько человек, сколько порций, и должны были ставить эту еду. И интересно, что когда зимой, например, ты ставишь на стол горячий суп или горячий чай, то через 3 минуты это все уже холодное. То есть, по сути, в школе зимой, даже если у тебя есть как концепт горячей еды, у тебя нет шансов поесть горячей еды. Да, у меня нет такой ассоциации Да? как-то. Мгм. Нет, мы всегда приходили, и так хотелось горячего чая, но всегда на столе уже все стояло, и всегда это был холодный чай. Может быть, поэтому тоже дети не очень любят эту еду из столовой, потому что это что-то всегда холодное. Мгм. Мгм. Ну да, может быть, конечно, это не самое приятное есть, холодную еду. Да-да. Хорошо. Ну вот, кстати, о холоде. Еще, Мгм. конечно, то, что может удивить, это то, что в России тоже отменяют уроки из-за морозов. Но каких морозов? Это не, М. не та ситуация, когда чуть-чуть выпал снег и -1 градус, и поэтому все, не нужно ехать в школу. Нет. В школу отменяли, если, например, ты видишь на градуснике, на термометре -35 градусов. Если -35, то все, в школу идти не нужно. Мы все это знали. Но для меня всегда была большая дилемма, потому что я была хорошей девочкой, я была отличницей. Если, например, на градуснике -32, это значит, нужно ехать в школу идти или не нужно? И иногда я была одной из немногих или единственной, кто приходил в школу в эту температуру. И это было ужасно. Слушай, но это действительно ужасно, во-первых. Во-вторых, у нас не было такого правила, что когда -35, можно не М. приходить. У нас было по-другому. Мы каждое утро слушали радио или включали какой-то канал по телевизору, где объявляли, нужно сегодня идти в школу или нет. То есть прям называли номер школы и какие классы.
Очень-очень редко это было известно еще вечером. То А, есть говорили вечером, что завтра вы не должны идти в школу. Но обычно это было именно утром. И это самое обидное, что тебе нужно проснуться утром все равно и просто надеяться, что мгм. тебе не нужно будет идти в школу. Особенно, когда есть какая-то контрольная, М, тест или да, что-то такое. да. А, Поэтому как-то так. И, тоже то, что меня всегда смешило, это, например, на улице -35, -37, и отменяют школу сегодня. Дети безумно рады. И что они делают? Они идут на улицу, Мгм. чтобы чтобы гулять с другими детьми. И А. просто, да, -37 — это холодно, чтобы идти в школу, но это не холодно, чтобы гулять. Да, ну почему нет? Потому что дети активные, бегают, может быть, холодно именно сидеть в классах. Мгм. Наверное, мы уже никогда не узнаем. Да, если честно, не так интересно. Хорошо. Да, ну и, конечно, говоря о зиме, мы не можем не вспомнить об уроках физкультуры зимой. Уф. Вот, я понимаю твою реакцию. Дело в том, что зимой на физкультуре обычно мы занимались зимними видами спорта. Катались на коньках или катались на лыжах. И чаще мы катались на лыжах, потому что до катка обычно нужно было идти, и нужно было платить за него, поэтому гораздо проще организовать катание на лыжах, потому что можно ездить по территории школы. Ну и кажется, наверное, кому-то: "О, кататься на лыжах на зимой, как здорово, как интересно". Но, я лично ненавидела это, потому что обычно нужно было принести свои лыжи и ботинки для лыж, и одежду потеплее, и нужно все эти тяжелые сумки нести в школу, а потом еще иногда в итоге отменяли урок, потому что становилось слишком холодно, и ты все принес зря. Я полностью поддерживаю. У меня абсолютно такой же опыт. Вообще, я любила лыжи и до сих пор люблю. То есть мне, Мгм. мне нравится кататься на лыжах. Но, как я уже сказала, моя школа была далеко от дома. И когда тебе нужно нести рюкзак, а очень часто рюкзак очень тяжелый, потому что у тебя 6-7 уроков, разные предметы, для всех нужны учебники, тетради, и тебе нужно еще нести вторую обувь, о которой мы уже сказали, плюс эти лыжи. И самое обидное, что да, когда ты приходишь в школу и приходишь на урок физкультуры, возможно, слишком холодно, чтобы идти на улицу кататься. Или ты была единственной, кто принес лыжи, Мгм. поэтому это Точно. мероприятие отменяется. Или просто у учителя сегодня другие планы, Мгм. давайте учиться играть в волейбол Да, или круто. что-то другое. И поэтому, не знаю, это вызывало больше стресса, Мгм. чем каких-то приятных эмоций. И, если честно, я не думаю, что это как-то повлияло на умение кататься на лыжах. Да. Мгм. То есть ты или умел, и ты Мгм. продолжал уметь кататься, на уроке физкультуры, или ты не умел, и ты Мгм. просто пытался, Да, ты и просто все. э. Да, потому что я не помню, чтобы кто-то, например, учитель физкультуры учил нас Да, кататься на мгм. лыжах. То Точно. есть мы приносили это знание из своей семьи. То есть если ты уже умеешь — молодец, если не умеешь, ну, хотя бы стой на Да. лыжах. Мгм. Как-то Падай. так. Да. Стой, падай. Да, да. И все. Вот. Ну, надеюсь, вам было интересно узнать о том, как функционирует российская школа. Мне кажется, много интересных моментов у нас есть. Ну, я думаю, что у нас опять будут такие комментарии, что кто-то скажет: "Что? Не может быть!" И будет сильно удивлен. И кто-то скажет: "Пф, открыли Америку. Ну, ждем. Ждем". Вопрос недели. А что интересного было в вашей школе? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца.
Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.